Я верно служил тебе, отец. Все ради твоего наследия. Неужели оно обман? Ишнала, друзья, вот и настало время сразиться с Саркаретом, финальным боссом нового рейда Аберри Затененное Горнило. Полное прохождение всего рейда я выпущу чуть позже. Напомню, что Саркарет всегда мечтал обрести больше власти, поэтому откололся от основной стаи драктиров и создал группу собственного войска под названием Расколотое Пламя. Саркарет считал, что наследие Нелтариона должно принадлежать только ему, поэтому очень активно исследовал запретный край и всячески мешал нам. Пробравшись в пещеру Заралек, Саркарет решил завладеть Хранителем Клятв, легендарным устройством титанов, которое способно управлять волей драктиров. Но перчатка была сломана, и Саркарет не на шутку разозлился. Он решил во что бы то ни стало проникнуть в Аберри и завладеть всеми ужасами, которые оставил после себя Нелтарион. Перед тем, как мы начнем, небольшая интеграция от нашего спонсора. Представляю вашему вниманию сервер Сирус, уникальный проект по World of Warcraft на базе клиента 335. На Сирусе можно поиграть за Нагу, Драктира, Пандарена и прочие кастомные расы. Попробовать свои силы в Burning Crusade контенте, переписанном под 80 уровень. Посетить уникальные кастомные поля боя и арены. А также попробовать свои силы в сражении с Королем Личом и отчаявшейся Джайной, которая следует сразу за ним. Переходите по ссылке в описании и попробуйте сами испытать опыт совершенно другого Варкрафта. Путешествие к последнему боссу происходит через прыжок в колодец, который перенесет нас за грань реальности. Здесь можно увидеть два рельефа, на которых изображен Нелтарион. На одном из них он держит землю и показано, насколько тяжела его ноша. Мы уже знаем, что подземный шепот древних богов сводил Нелтариона с ума, и он держался до последнего. На втором рельефе изображен уже Смертокрыл, сжимающий планету в своих лапах. Видимо, древние боги пообещали ему безграничную силу, как обычно они это и делают. Далее следует большой коридор, который охраняют старшие прислужники бездны. За ними мы видим фреску, на которой изображен древний бог, и по всем внешним очертаниям он очень похож на Ишараджа. Напишите в комментах, а кого видите вы, ведь действительно со всеми древними богами нам приходилось сражаться, а вот с Ишараджем нет. Мы столкнулись только с внешними его проявлениями Ша, а самого древнего бога еще не видели, и наверняка Blizzard готовит для нас интересный сюжетный твист. На вершине платформы тянутся огромные цепи, и можно подумать, что эти цепи как раз таки сдерживают древнего бога, как это было, например, с Нзотом. Дракомандир Саркарет выступил против своих собратьев, чтобы создать новое будущее. Он считает, что наследие Нелтариона должно принадлежать только драктирам, и привел силы Расколотого Пламени в Аберри, чтобы взять свое силой. Примечательно то, что этот босс не тестировался на ПТР, поэтому бой с ним был намного интереснее, так как приходилось импровизировать и отрабатывать тактику на ходу. Его сила моя! Первая фаза наследия драктиров. Дракомандир Саркарет обрушивает на противника всю мощь своих способностей драктира. Вы слабеете. Склонись и пади. В бою есть основная механика, называемая забвение. Большая часть способностей бездны применяет к игроку дебаф забвения. При накоплении 10 дебафов игрок отправляется в межзвездную пустоту, где должен накопить 10 стаков астрального огня и зайти в 3 войд-зоны, чтобы выбраться из этой пустоты. На все дается 25 секунд. Также во время боя разливаются огненные лужи, из которых необходимо выходить. Саркарет вешает на игроков дебаф подавляющий вой, который можно сбросить, если встать между лучом сияющего всплеска или поймать огненное дыхание босса. Здесь группы делятся, чтобы по рейду сразу не прошел весь урон от завывания ветра, когда вы сбрасываете дебаф. Испепелю! Моя сила растет! Тьма покорилась мне! Узри бесконечную тьму! Надежды нет.
Вторая фаза – прикосновение запретного. Саркарет взывает к бездне и усиливает свои способности. Появляются бомбы бездны, которые необходимо выносить в межзвездную пустоту, предварительно набрав 10 стаков забвения, естественно. Саркарет начинает делать глубокий вдох и кастовать дыхание бездны, летая по платформе, призывая свои копии. Их необходимо быстро убить и сбивать им косты. Тут энергия такой силы! Она покорится лишь могучим! Ваши тела пропадут в вечной пустоте! Бездна повинуется мне! Бездна манит! Вот и конец твоей судьбе. Для Вселенной вы ничто. Отец, дай мне силу! Звезды раздавят вас! Узрите мое вознесение! Третья фаза – моря бесконечности. Саркарет отрекается от драконьих даров и впускает в себя бездну. Такова его последняя плата за силу. На колени! Во время использования коста в поисках вечности необходимо укрыться вот за этими каменными шпилями, чтобы вас не сбросило с платформы, встать в одну из белых полос. Все остальное продолжается точно так же, как и на второй фазе. Важно, на второй и третьей фазе нельзя стоять перед боссом, так как он кливает рассечением бездны, которая может сразу же вайпнуть рейд. Умирающая звезда вас спалит! Я тут повелитель. Я выброшу вас в пустоту. Узрите мое вознесение! Склонись и пади. Расколотое пламя победило. Тут все мое. Отчего тут так мерзко? Кажется, будто оно где-то за гранью. Источает оттуда чистую темную энергию. Саркарет сломался из-за жажды власти. Что теперь будет с моими солдатами? Неужто это судьба всякого, кто примет его наследие? Говори как есть. Черные драконы вернут свое доброе имя. Мы снова встретились. Я верно служил тебе, отец. Все ради твоего наследия. Неужели оно обман? Пустые обещания, что вели нас в небытие. Такой вот интересный босс получился, и мы смогли его одолеть. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, если не хотите пропустить продолжение. Ставьте лайки, пишите коммент, это очень помогает в продвижении. С вами был Лунный Монах, и новое видео уже скоро.